Приветствую, друзья! Как можно заметить на карте, русская армия продвигается постепенно к городу Запорожье, но это далеко не все продвижения, которые есть за последние сутки. Натовские наемники вынуждены признавать, что на других направлениях также у нашей армии есть существенные продвижения. И сколько бы, собственно, из Соединенных Штатов, Евросоюза и Британии оружия не прислали, в конечном итоге им приходится бежать с очень многих позиций и, собственно, остановить продвижение русской армии натовским наемникам не получается. Ну а пока наши российские инженеры в боевых бригадах конкретно адаптируют нашу российскую технику под реалии 21 века, мы видим, что наши операторы дронов, особенно на оптоволокне, сейчас очень и очень активно жгут различные натовские автомобили, различные там пикапы и так далее. То есть, собственно, сейчас там идет такой процесс очень и очень серьезного перемалывания натовской техники и живой силы. При этом стоит заметить, что сами натовские наемники признают, 15-километровая зона от линии фронта сейчас это мертвая зона, и кто туда заезжает или заходит, это уже, знаете, потенциальная мишень и очень серьезный кандидат на ликвидацию. Поэтому сейчас, очевидно, у натовских наемников по всей линии фронта просто уныние. Из интересного обратите внимание на данное видео. Здесь наш российский дрон адаптирован специальным тараном для того, чтобы атаковать натовские разведывательные дроны, и на кадрах можно заметить, что данная тактика очень и очень эффективно себя показывает. И если, собственно, FPV-дрон, он, собственно, взрывается и таким образом выводит из строя натовский дрон, то сейчас, получается, наши инженеры адаптировали специализированный дрон с вот таким вот тараном для того, чтобы эти дроны просто пробивал этим тараном и таким образом просто их уничтожал. И, естественно, эффективность такого дрона, как можно заметить на видео, очень и очень даже неплохая. При этом нужно понимать, данный дрон, который с помощью тарана может уничтожать натовские дроны, очень перспективная история, особенно с учетом возможного апгрейда программного обеспечения для того, чтобы этот дрон мог наводиться в автоматическом режиме и подстраиваться под скорость натовского дрона и бить четко в цель без промаха. И тогда, естественно, такой дрон, знаете, может навести порядок на очень большом секторе фронта и, естественно, просто ослепить натовскую частную военную компанию ВСУ, оставив ее без разведывательных дронов. При этом ВКС РФ также очень активно работает по всей линии фронта и, естественно, по ключевым узлам натовской частной военной компании ВСУ в крупных городах, потому что, естественно, режимники Зеленского избрали тактику защищаться живым щитом. Но, тем не менее, филигранная работа ВКС РФ, она просто, несмотря на жилую застройку, все равно настолько качественная, что цели натовской ЧВК ВСУ уничтожаются и, собственно, мирным жителям при этом есть просто самый вообще минимальный урон, потому что, да, действительно, есть взрывная волна, от нее никуда не деться, но если брать просто цели, по которым летят, например, герани, там, калибры, кинжалы, искандеры и так далее, то, очевидно, очень и очень качественная работа и делается все на очень высоком уровне. При этом натовские наемники вынуждены признавать, что справиться с такими налетами они не могут. И вот если брать за последние сутки, несмотря на то, что налет герани начался ночью, продолжился он и днем. И, собственно, такие города, как Харьков, Запорожье, Киев, естественно, натовские объекты в этих всех городах подверглись очень и очень системным и жестким ударам. И на кадрах можно заметить, как это происходит. При этом по некоторым объектам прилетало и 2, и 3, и 5 дронов. Режимники Зеленского, конечно, используют тактику живого щита и возле прямо гражданских объектов делают свои военные объекты, но, как можно заметить на данном видео, это им не помогло. Вот конкретно продуктовый магазин, и через стенку этого магазина сделали себе склад, собственно, своего снаряжения натовские наемники, своей техники, и дрон Камикадзе четко отработал по военной цели. Ну и, собственно, да, действительно, кое-какие разрушения в магазине есть, но далеко не критичные для того, чтобы говорить про удар по мирному магазину. Стоит добавить, что тактика ВКС РФ сейчас на уничтожение отделений банд ТЦКшников и полицаев сейчас развивается, и буквально сегодня также по Харькову и по Запорожью
Запорожью, где были офисы ТЦК, то сейчас именно эти объекты подверглись ударам дронов «Камикадзе». И уже сообщают о том, что очень много пособников натовским оккупантам, ТЦКшников ранены. И это, конечно же, очень-очень радует мирных жителей. Ну и, собственно, конечно, по нашим данным, просто с мест приходит очень много запросов на то, чтобы как можно больше этих офисов ТЦК ВКС РФ уничтожили. Например, Винницкий ТЦК вынужден уже, знаете, переезжать, потому что основное здание уже непригодно для отлова мирных жителей. И, очевидно, такая проблема будет сейчас у очень многих ТЦКшников. И, естественно, по новым адресам, которые они также вынуждены публиковать в интернете, естественно, также будет очень жестко прилетать от ВКС РФ, потому что, естественно, каждый пособник натовских оккупантов и гауляйтера Зеленского, он должен быть наказан и желательно ликвидирован. И этот процесс, как можно заметить, ВКС РФ сопровождает очень и очень последовательно. При этом нужно давно признать, что некоторые страны НАТО в открытую почти ведут боевые действия против русской армии. Например, вчера стало известно, что с территории Румынии вылетел истребитель F-16 натовской частной военной компании ВСУ. И, собственно, с румынского аэродрома данный борт летел в Одесскую область для того, чтобы сбивать российские дроны «Камикадзе» «Герань» во время очередного налета. Но с учетом того, что в небе дежурил российский Су-35С, естественно, по вылетевшему борту натовскому полетела ракета дальнобойная, и, естественно, натовские системы радиолокационного оповещения зафиксировали данную ракету и увели самолет обратно на аэродром в Румынии. А это говорит о том, что фактически Румыния используется как аэродром, недосягаемый для ударов ВКС РФ. Ну и чтобы сохранить самолеты натовской частной военной компании ВСУ. А аэродромы на территории режима Зеленского, они сейчас используются больше как аэродромы подскока, куда самолеты прилетают на полчасика, заправились, бомбы подцепили и полетели дальше. Что, естественно, очень серьезно осложняет уничтожение ВКС РФ подобных самолетов. Естественно, при таком подходе ВКС РФ очень скоро может бить напрямую по странам НАТО и конкретно по тем аэродромам, с которых взлетают подобного рода самолеты, потому что это фактически участие напрямую в войне против русской армии. Ну и, естественно, сейчас Недорейх, даже отбросив все эти прелюдии и медийные там различные ритуальные танцы с бубнами, уже просто обратился напрямую к Германии и выкатил список того, чего нужно режиму Зеленского. Там и ракеты ПВО, и много-много чего еще. То есть, по факту мы видим, что режим Зеленского, они не покупают оружие, они не просят оружие, они просто список дают оружия, которое необходимо, а им, собственно, это оружие присылают. То есть таким образом ведется натовская логистика. И, естественно, натовская ЧВК ВСУ получает все вооружение, которое может произвести и может себе позволить натовский ВПК и склады стран НАТО. При этом позиция России не меняется. Уже глава МИДа российского Лавров обозначил, что в любом случае будет проведена денацификация, демилитаризация. Естественно, будет признание новых регионов российских. Ну и, естественно, нужно будет провести сначала выборы в Недорейхе Зеленского для того, чтобы вообще говорить о том, чтобы хоть что-то подписывать с Российской Федерацией со стороны, собственно, оккупированных блоком НАТО территорий. И, конечно же, этот процесс будет очень и очень длинным. И сбавлять обороты русская армия явно не намерена. Любая война — это в первую очередь экономика. И поэтому можно отметить, что страны БРИКС — это такой экономический базис России для того, чтобы эффективно противостоять натовской прокси-структуре в виде ЧВК ВСУ и эффективно бить врага на поле боя. И очевидно, что Соединенные Штаты Америки в странах БРИКС видят угрозу, и поэтому Трамп уже прямо напрямую публично обозначил БРИКС как врагов США и заявил, что все, кто будет сотрудничать и взаимодействовать со структурой БРИКС, это все враги, поэтому им будут дополнительно вводить пошлины в 10%.
При этом США продолжают попытки блокировать Балтийское море, заблокировав проливы, через которые проходят наши торговые суда, когда везут на международный рынок различную продукцию. И сейчас мы видим, что вот наш военно-морской флот, очевидно, просто вынужден сопровождать уже наши торговые суда для того, чтобы натовские страны не захватывали эти суда и не вот затягивали максимально процедуру их прохождения через проливы. И это на самом-то деле очень и очень тревожные звоночки. При этом в самих Соединенных Штатах Америки мы видим, что серьезная турбулентность наметилась политическая, потому что партия Илона Маска, судя по всему, очень, знаете, подпортит республиканцам и демократам, возможно, рейтинги на следующих выборах, и поэтому Трамп разразился гневными постами в отношении того, что Илон Маск негодяй и все остальное. Ну, а, собственно, Илон Маск продолжил процедуру регистрации партии, что, кстати, может занять и, например, 100 и 200 лет. Но, во всяком случае, с Илоном Маском очень проблематично будет и Трампу, и банде демократов бороться, потому что Илон Маск — это не просто персонаж с сотнями миллиардов. Это персонаж, который обеспечивает всю армию США, все прокси-структуры вот, Соединенных Штатов и армии колоний, например, там, европейских, британских и так далее, то есть связью. А это очень, знаете, серьезная проблема, потому что поставщик связи у Пентагона, он сейчас вот фактически такой один, и какой-то альтернативы глобальной ее пока особо нет, потому что британо-французская, вернее, система связи, построенная вот по аналогу Starlink, сейчас, ну, мягко говоря, не в той стадии готовности, чтобы обеспечить потребности. И поэтому очевидно, что вот военное лобби и часть американского олигархата через Илона Маска сейчас могут добиться очень и очень, знаете, значительных изменений в политическом ландшафте США. При этом не стоит забывать, что Трамп может делать вообще инсценировку в отношении конфликта с Маском для того, чтобы полностью обнулить вот банду демократов. И, конечно же, подобного рода хитросплетения, вот они появятся вот в явном таком формате чуточку позже, но тем не менее это очень рабочая теория для того, чтобы максимально оттянуть вот голоса банды демократов и банды республиканцев и, собственно, сфокусировать весь политический вес уже в новой структуре. И насколько это будет иметь место, посмотрим в ближайшее время, потому что пока еще с регистрацией партии у Маска все плохо. А вот у йеменских хуситов в продолжении их войны против режима Нетаньяху за геноцид в секторе Газа все хорошо, потому что йеменские хуситы продолжают атаки и вот уже конкретно вот потопили один сухогруз в Красном море, который аффилирован с Израилем, и очевидно, что это очень тяжелый экономический удар. И, конечно же, это вызвало ответную реакцию режима Нетаньяху, и там в очередной раз израильская авиация бомбила порты в Йемене, но, тем не менее, результативность этого дела весьма спорная. При этом израильская авиация вынуждена была разбомбить свой же израильский балкер, который йеменские хуситы захватили еще в начале конфликта и сейчас, очевидно, периодически использовали данное судно для вот передового такого вот форпоста базирования в море. Но сейчас режимники Нетаньяху решили все-таки, что судно нужно уничтожить, потому что вернуть его, очевидно, не получится. Йеменские хуситы просто отказались от переговоров как с США, так и, конечно же, с режимниками Нетаньяху. При этом йеменские хуситы продолжают запускать гиперзвуковые ракеты по территории вот Израиля. И конкретно вот в район аэропорта Тель-Авива также прилетала ракета. Причем все системы ПВО Израиля и США просто проспали эту атаку. А вот с белорусской оппозицией натовской все вообще приобретает очень комичный оттенок, потому что Тихановская за то, что Лукашенко отпустил вот ее мужа, требует от Трампа, чтобы наказали за это Лукашенко. То есть вы просто вдумайтесь в этот маразм. И действительно, получается, Тихановская даже в интервью призналась, что она-то думала, что ее мужа в последний момент только отпустят, когда, знаете, всех вообще из белорусских тюрем повыпускают, и только вот после этого ее муж выйдет на свободу. А тут бац, и все получилось наоборот, и теперь она не знает, что с этим делать фактически. Ну и из интереса
интересного? Оказалось, что, собственно, ее-то мужа даже не пускает в офис фактически Тихановская. И это не какое-то преувеличение, он сам об этом признался. Давайте послушаем. То, что она там на работе, в своей деятельности, я же не знаю даже, чем она занимается. Там, я ее 2 раза в ее офисе видел, и то мельком, потому что, во-первых, мне туда в некоторые зоны нельзя проходить, это же их там, а я могу там где-то в предбаннике только образно. Ты как там, это, как дети на работу к родителям ходят, ну, да? типа там, да, типа того. То есть я не могу, доступ не имею, да, то есть там безопасность, охрана несколько уровней безопасности. Вот первый я могу пройти там, а дальше нет. Все. Немецкая пресса пошла еще дальше, заявив о том, что Тихановского могли подменить в тюрьме. И, собственно, Светлана, можно сказать, даже вот своего мужа не узнала. И непонятно, как вот, собственно, они там живут вместе и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что в Германии явно в высших эшелонах власти недовольны тем, что муж Тихановской сейчас просто делает из белорусской натовской оппозиции такое жестко маргинальное кубло предателей. Но у недорехи Зеленского тем временем все по-старому. Вот конкретно бесправных рабов, просто вот банды ТСКшников и полицаев вот, избивают и пакуют в бусики. При этом никаких ограничений на вот просто унижение нету. И здесь подобная картина, конечно же, сейчас по всей территории, которая оккупирована блоком НАТО. Это просто для понимания того, кто же на самом-то деле реально оккупант. И я думаю, что большинство людей там уже это прекрасно поняли с учетом нашей обратной связи с тех мест. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами. Также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка потрудится и в описании, либо вбивайте в поисковики запрос Дмитрий Василец, телеграм, и все у вас получится. До скорого.